Добро пожаловать в древние атомы пробуждения, где древняя мудрость встречается с современным пробуждением. Я глубоко благодарен, что вы выбрали присоединиться ко мне в этом священном путешествии через исцеление печали и депрессии, одном из самых смелых актов любви к себе, которые вы можете совершить. Сегодня мы исследуем древнее понимание печали и депрессии не как личных неудач или постоянных состояний, а как естественных реакций на жизненные вызовы, которые можно трансформировать с помощью проверенной временем мудрости исцеления. От египетского понимания болезни души и ее лечения до буддийских учений о преобразовании страдания в мудрость, до практик коренных народов церемоний скорби и общинного исцеления, наши предки разработали глубокие методы прохождения через темные долины человеческого опыта. Эта целительная работа прекрасно поддерживает практики манифестации, которые мы развиваем. Депрессия часто блокирует нашу способность представлять и создавать жизнь, которую мы действительно хотим. Я мягко призываю вас сохранить эту медитацию в свой плейлист, зная, что исцеление часто является спиральным путешествием, которое выигрывает от повторных посещений практик, восстанавливающих надежду и жизненную силу. На протяжении всей истории просвещенные культуры понимали, что периоды печали, горя и того, что мы сейчас называем депрессией, являются естественными частями человеческого опыта, не признаками слабости или духовной неудачи, а часто индикаторами души, которая обрабатывает глубокие изменения, призывает к аутентичному выражению или сигнализирует о том, что что-то в жизни нуждается в смещении к большему выравниванию. В Древнем Египте депрессию понимали как ночь души, когда человек временно теряет связь со своим «ка», своей жизненной силой. Однако египетские храмы исцеления разработали сложные методы лечения, включая звуковое исцеление, священную геометрию, травяную медицину и управляемую визуализацию для восстановления потока жизненной энергии. Они понимали, что депрессия часто предшествует духовному возрождению, подобно тому, как солнце должно зайти, прежде чем снова взойти. Буддийские учения, разработанные более 2500 лет назад, признавали печаль и депрессию формами дукхи – страдания, возникающего из привязанности к тому, какой, по нашему мнению, должна быть жизнь, вместо принятия того, что есть. Однако буддизм также учил, что само это страдание, когда встречается с осознанностью и состраданием, становится путем к нирване, окончанию страдания и пробуждению нашей истинной природы. Цветок лотоса, растущий из грязи в красоту, стал их символом этой трансформации. Древняя китайская медицина понимала депрессию как нарушение в потоке ци, часто связанные с застоем в меридиане печени, эмоциональная обработка, или слабостью в меридиане почек, энергия жизненной силы. Традиционные методы лечения включали акупунктуру, травяные формулы, движение цигун и диетическую терапию для восстановления естественной циркуляции энергии через систему меридианов тела. Коренные культуры по всему миру признавали, что печаль и депрессия часто сигнализируют о потере души, когда части нашей сущности отступают из-за травмы, горя или разъединения с природой и сообществом. Однако они также разработали мощные целительные церемонии, включая возвращение души, растительную медицину, очищение в потовой хижине и поддержку сообщества,
чтобы призвать потерянную жизненную силу домой. Древняя греческая медицина через Гиппократа понимала депрессию как меланхолию, дисбаланс 4 гуморов, который можно восстановить с помощью специфических методов лечения, включая диету, упражнения, музыкальную терапию и философское консультирование. Они признавали, что депрессия часто поражает людей с чувствительной творческой натурой, которые глубоко чувствуют страдания мира. То, что объединяет все эти традиции, это понимание того, что печаль и депрессия, хотя и болезненны, не являются постоянными состояниями, а скорее переходами, которые могут привести к большей мудрости, состраданию и аутентичной жизни при правильной поддержке и понимании. Современная нейронаука и психология подтвердили многое из того, что древняя мудрость всегда знала, предоставляя дополнительные сведения о природе депрессии и основанные на доказательствах методы лечения, которые работают в гармонии с традиционными подходами. Современные исследования показывают, что депрессия включает дисрегуляцию нейротрансмиттеров, таких как серотонин, дофамин и норэпинефрин, но также раскрывают, что практики, такие как медитация, дыхательная работа и движение, могут естественным образом восстановить здоровую химию мозга. Это отражает древнее учение о том, что депрессию можно исцелить через специфические практики образа жизни и духовные дисциплины. Исследования доктора Дэна Сигела о нейропластичности демонстрируют, что мозг может буквально перестраиваться на протяжении всей нашей жизни через практики, такие как осознанность, благодарность и позитивная визуализация, подтверждая древние техники медитации, которые были разработаны для трансформации сознания и восстановления эмоционального благополучия. Исследования связи кишечник-мозг подтверждают древнюю мудрость о взаимосвязи между диетой, пищеварением и настроением. Традиционные системы исцеления всегда подчеркивали правильное питание и здоровье пищеварения как фундаментальные для эмоционального баланса. Исследования воспаления и депрессии подтверждают древнее понимание того, что депрессия часто имеет физические причины, которые можно устранить с помощью естественных подходов, включая травы, питание, движение и снижение стресса, методов лечения, которые традиционные целители использовали тысячи лет. Современные исследования травмы показывают, что депрессия часто проистекает из неразрешенного горя, травмы или ран привязанности. Понимание, которое прекрасно согласуется с учениями коренных народов о потере души и необходимости целительных церемоний для восстановления целостности. Важно, что современные исследования посттравматического роста показывают, что осознанное прохождение через депрессию может привести к повышению эмпатии, духовному развитию и жизненной цели. Именно то, чему учили древние традиции о трансформационном потенциале трудных эмоций при подходе с мудростью и поддержкой. Теперь я приглашаю вас уделить момент и признать любую печаль, тяжесть или депрессию, которая может присутствовать в вашем сознании прямо сейчас. Не нужно исправлять или изменять эти чувства. Просто заметьте их с мягким любопытством мудрого целителя, наблюдающего симптомы, которые содержат важную информацию. Представьте создание священного целительного святилища, возможно, древнего египетского храма восстановления,
буддийского монастыря, посвященного окончанию страдания, или хижины целительной медицины коренных народов, где целительные церемонии превращали боль в мудрость для бесчисленных поколений. Это пространство, где печаль почитается как священная, где депрессия встречается с бесконечным состраданием. Мягко соберите любые подавляющие чувства, безнадежность или эмоциональную боль и поместите их в прекрасный целительный сосуд, который существует внутри этого святилища. Увидьте этот контейнер как великолепный, возможно, созданный из целительных кристаллов древними целителями или сформированный из преобразованного страдания всех, кто шел по этому пути до вас и нашел свой путь обратно к свету. Когда вы помещаете каждое бремя в этот священный сосуд, прошепчите слова признания: «Я вижу эту боль, я почитаю то, что она пытается мне сказать, и я открыт для доступного исцеления». Когда все безопасно удерживается, поместите мягкое покрытие на сосуд, зная, что эти чувства будут трансформированы, пока вы путешествуете в целительную мудрость. Почувствуйте присутствие всех целительных предков, окружающих вас, египетских храмовых целителей, которые понимали восстановление души, буддийских мастеров, которые превращали страдания в просветление, шаманов коренных народов, которые направляли души обратно из подземного мира, мудрых бабушек, которые знали, что за каждой темной ночью следует рассвет. Сделайте 3 глубоких освобождающих вдоха, и с каждым выдохом почувствуйте, как вы входите глубже в это священное пространство, где исцеление всегда было возможным, где ваше сердце может вспомнить свою естественную способность к радости и миру. Вдохните глубоко и отпустите. Вдохните исцеление и отпустите боль. Вдохните надежду и отпустите отчаяние. Теперь мы пройдем через каждую чакру со специфическим исцелением для энергетических паттернов, которые способствуют печали и депрессии, используя древние санскритские имена, которые несут тысячи лет целительной вибрации. Корневая чакра – Муладхара. Вдохните теплый, питающий красный свет в основание вашего позвоночника. Депрессия часто включает ощущение отключения от энергии жизненной силы. Когда вы вдыхаете безопасность, принадлежность и ваше фундаментальное право существовать и быть любимым. Почувствуйте, как эта энергия смешивается внутри Муладхары. Выдохните любые чувства небезопасности в мире, ненужности или фундаментальной ущербности, позволяя этим паттернам течь вниз через ваши ноги в землю для компостирования. Вдохните красный свет, задержите, выдохните тьму. Повторите для 3 целительных вдохов, чувствуя, как ваша нервная система вспоминает свою способность к безопасности и заземлению. Сакральная чакра Свадхистхана. Вдохните яркий оранжевый свет в нижнюю часть живота. Депрессия часто притупляет нашу способность к удовольствию и творческому потоку. Вдохните эмоциональное исцеление, радость и ваше право чувствовать себя хорошо в своем теле.
Почувствуйте, как этот оранжевый свет мягко танцует внутри свадхистханы. Выдохните любое эмоциональное онемение, стыд за удовольствие или разъединение с мудростью вашего тела, позволяя этим паттернам течь из ваших бедер, как вода, возвращающаяся в океан. Вдохните оранжевый свет, задержите, выдохните онемение. Продолжайте еще 3 цикла, пробуждая вашу естественную способность к радости и эмоциональному потоку. Чакра солнечного сплетения – Манипура. Вдохните золотисто-желтый свет в верхнюю часть живота. Депрессия часто включает чувство бессилия и низкой самооценки. Вдохните личное расширение возможностей, самоуважение и уверенность в вашей способности создавать позитивные изменения. Почувствуйте, как эта золотая энергия ярко горит внутри Манипуры, как целительное солнце. Выдохните любое бессилие, суровое самоосуждение или убеждение, что вы не можете улучшить свою ситуацию, позволяя этим паттернам излучаться наружу и растворяться. Вдохните золотой свет, задержите, выдохните бессилие. Повторите еще для 3 целительных вдохов, возвращая свою аутентичную силу и самоценность. Сердечная чакра – Анахата. Вдохните мягкий зеленый и розовый свет в центр вашего сердца. Депрессия часто включает закрытое или раненое сердце. Вдохните любовь, сострадание к себе и связь с другими, кто заботится о вас. Почувствуйте, как этот целительный свет мягко кружится внутри анахаты. Выдохните любые сердечные стены, страх быть снова раненым или убеждение, что вы недостойны любви, позволяя этим барьерам течь через ваши руки мягкими волнами. Вдохните розовый и зеленый свет. Задержите, выдохните сердечные стены. Продолжайте еще 3 цикла, открывая свое сердце для получения любви, которая всегда доступна. Горловая чакра – Вишудха. Вдохните яркий синий свет в свое горло. Депрессия часто заглушает наш аутентичный голос и истину. Вдохните свое право выражать свои чувства, потребности и истину. Почувствуйте, как этот синий свет мягко вибрирует внутри Вишудхи. Выдохните любое молчание, страх быть осужденным или убеждение, что ваши чувства не имеют значения, позволяя этим паттернам течь вверх и наружу через ваше горло. Вдохните синий свет, задержите, выдохните молчание. Повторите еще для 3 целительных вдохов, возвращая свой голос и право быть услышанным. Чакра 3-го глаза – Аджна. Вдохните чистый индиго-свет в свой лоб.
Депрессия часто затуманивает нашу перспективу и надежду на будущее. Вдохните ясность, мудрость и способность видеть за пределами текущих обстоятельств. Почувствуйте, как этот свет мягко пульсирует внутри аджны, как звезда прозрения. Выдохните любой ментальный туман, безнадежность или неспособность представить позитивные изменения, позволяя этим облакам проясниться через макушку вашей головы. Вдохните индиго-свет, задержите, выдохните ментальный туман. Продолжайте еще 3 цикла, пробуждая ясное восприятие и обновленную надежду. Коронная чакра Сахасрара. Вдохните чистый фиолетовый или белый свет в макушку вашей головы. Депрессия часто включает духовное разъединение. Вдохните связь с чем-то большим, чем вы сами, божественную любовь и воспоминания о том, что вы часть бесконечно любящей Вселенной. Почувствуйте, как этот свет каскадом течет через Сахасрару, как целительный звездный свет. Выдохните любую духовную изоляцию, чувство оставленности жизнью или убеждение, что вы одиноки в своем страдании. Вдохните фиолетовый свет, задержите, выдохните изоляцию. Завершите 3 целительными вдохами, вспоминая вашу вечную связь с любовью и источником. Сделайте один последний интегрирующий вдох, втягивая целительную энергию вверх от Земли через ваш корень и вниз от космоса через вашу корону, чувствуя, как эти потоки света очищают и оживляют всю вашу энергетическую систему. Сделайте этот интегрирующий вдох сейчас, чувствуя, как энергия течет вверх и вниз через все ваше существо. Теперь мы интегрируем несколько древних целительных практик, которые использовались тысячи лет для трансформации печали и депрессии в мудрость и обновленную жизненную силу. Египетская светотерапия. Представьте себя лежащим в древнем египетском храме исцеления, где валы золотого солнечного света струятся через идеально расположенные проемы. Это та же светотерапия, которую египетские целители использовали для восстановления жизненной силы тех, кто страдает от болезни души. Почувствуйте, как этот золотой свет проникает в каждую клетку вашего тела, реактивируя вашу энергию жизненной силы и пробуждая клеточные воспоминания о здоровье и счастье. Вдохните золотой солнечный свет, почувствуйте, как он наполняет каждую клетку, согревая вас изнутри. Буддийская практика любящей доброты. Следуя 2500-летней буддийской традиции, начните посылать любящую доброту себе. Пусть я буду счастлив, пусть я буду спокоен, пусть я буду свободен от страдания, пусть я живу с легкостью. Почувствуйте эти слова не как пустые фразы, а как мощные целительные передачи. Затем распространите эту любящую доброту на других, страдающих от депрессии. Пусть все существа, борющиеся с печалью, найдут мир и исцеление.
Повторяйте эти фразы молча. Пусть я буду счастлив, пусть я буду спокоен, пусть я буду свободен от страдания, пусть я живу с легкостью. Связь с природой коренных народов. Соединитесь с целительной силой природного мира, как это делали коренные народы тысячелетиями. Представьте себя сидящим у священной реки, чувствуя, как вода смывает эмоциональные токсины. Или увидьте себя в древнем лесу, вдыхая жизненную силу деревьев, которые стояли сквозь бесчисленные сезоны тьмы и света, вспоминая, что вы тоже обладаете способностью переживать трудные сезоны и выходить обновленными. Дышите с деревьями, почувствуйте, как река течет через вас, соединитесь с вневременным исцелением Земли. Китайская циркуляция ЦИ. Используя понимание традиционной китайской медицины, представьте золотую целительную энергию, текущую через ваши меридианы, прочищая любые блокировки, способствующие депрессии. Увидьте эту энергию, движущуюся восьмеркой через ваше тело, соединяя небо и землю, восстанавливая естественную циркуляцию, которую прерывает депрессия. Визуализируйте золотую энергию, текущую через ваше тело в непрерывном узоре восьмерки. Греческая философская рефлексия. Следуя древним греческим терапевтическим традициям, размышляйте над этим вопросом. Чему эта депрессия пытается научить меня о том, что нужно изменить в моей жизни? Глубоко слушайте то, что возникает, понимая, что депрессия часто сигнализирует о том, что что-то в вашем жизненном устройстве нуждается в смещении к большей аутентичности и выравниванию. Тихо слушайте свою внутреннюю мудрость, что хочет измениться, что хочет возникнуть. Один из самых коварных аспектов депрессии – это то, как она лишает нас надежды и способности представлять лучшее будущее. Теперь мы будем работать с древними практиками мудрости для восстановления вашей способности к надежде и позитивному видению. Древние храмовые целители понимали, что депрессия часто включает застревание в прошлом или подавленность настоящим, потерю связи с будущими возможностями. Они разработали специфические практики для повторного соединения людей с их способностью представлять и создавать позитивные изменения. Представьте себя через 6 месяцев, прошедших через эту депрессию с поддержкой целительных практик, профессиональной помощи при необходимости и естественного исцеления, которое приносит время. Увидьте себя занимающимся деятельностью, которая приносит вам радость. Почувствуйте легкость в вашей походке, возвращение интереса к жизни, восстановление способности к смеху и связи. Визуализируйте свое исцеленное «Я», увидьте улыбку на своем лице, почувствуйте радость, естественно возникающую, заметьте пружину в вашей походке.
Это не ложный оптимизм. Это основано на исторической реальности, что миллионы людей прошли через депрессию и нашли свой путь обратно к благополучию. Вы не отличаетесь и не сломлены непоправимо. Вы переживаете естественный человеческий вызов, который имеет эффективные методы лечения и поддержку. Увидьте себя вносящим вклад в мир значимыми способами, используя мудрость и сострадание, которые этот трудный период развивает внутри вас. Древние учения говорят нам, что те, кто прошел через долину тьмы, часто становятся наиболее эффективными целителями и проводниками для других. Почувствуйте благодарность к своему будущему «Я», которое оглянется на это время не с сожалением, а с признательностью за мужество, которое потребовалось для поиска исцеления, и силу, развитую через это путешествие. Когда вы отдыхаете в этом пространстве целительной возможности, почувствуйте, как вся ваша нервная система начинает вспоминать свое естественное состояние благополучия. Это не духовный обход реальной боли, а скорее напоминание о целительной способности, которая существует внутри вас наряду с депрессией. Депрессия часто заставляет нас забыть, что мы больше, чем наше текущее эмоциональное состояние. Вы – вечное существо, имеющее временный человеческий опыт, который включает и тьму, и свет, и вызовы, и триумфы. Этот трудный период – одна глава в гораздо большей истории роста и пробуждения. Отдохните в знании, что целительная поддержка доступна во многих формах: профессиональная терапия, медикация, когда полезно, духовные практики, поддержка сообщества и естественное исцеление, которое приходит со временем и соответствующим уходом. Вам не нужно исцеляться в одиночку, и вам не нужно исцеляться быстро. Вернитесь теперь к целительному сосуду, где вы поместили свою печаль и депрессию в начале нашей практики. Подойдите к нему из этого места большей надежды и целительной осознанности. Заметьте, что произошло с теми тяжелыми чувствами во время нашего целительного путешествия. Некоторые могут чувствоваться легче и более управляемыми. Другие могли трансформироваться в полезную информацию о том, что нуждается во внимании в вашей жизни. Возьмите из контейнера только то, что вы можете удержать с состраданием и мудростью, оставляя позади любую подавляющую тяжесть, которая не служит никакой целительной цели. На следующей неделе мы исследуем исцеление тревоги, используя древнюю мудрость, а через неделю продолжим нашу серию манифестаций с привлечением вашего будущего партнера. Каждая практика строится на целительном фундаменте, который мы устанавливаем. Если эта медитация принесла вам облегчение или надежду, я хотел бы услышать о вашем опыте в комментариях. Многие в нашем глобальном сообществе делятся своими целительными путешествиями и откуда они. Наблюдение за коллективным исцелением глубоко вдохновляет. В течение следующих 15 минут мы будем работать с аффирмациями, специально разработанными для перепрограммирования вашего подсознания, для эмоционального исцеления и обновленной жизненной силы. Просто позвольте этим словам омывать вас, как мягкие целительные воды. Я исцеляюсь от депрессии с поддержкой древней мудрости и современного ухода. Этот трудный период временный и учит меня ценным урокам о жизни.
У меня такая же способность к исцелению, которую миллионы до меня обнаружили. Древняя целительная энергия течет через мои клетки, восстанавливая мою естественную жизненную силу. Я достоин счастья, покоя и всех форм эмоционального благополучия. Как древние храмовые целители, я отношусь к своей депрессии с состраданием и умением. Мой мозг исцеляется и перестраивается для поддержки эмоционального баланса и радости. Я ищу соответствующую помощь и поддержку, зная, что исцеление часто требует сообщества. Эта депрессия не моя идентичность, это опыт, через который я прохожу. Древние традиции мудрости напоминают мне, что за тьмой следует свет. Я доверяю естественной целительной способности моего тела восстанавливать эмоциональное равновесие. Каждый день небольшими способами я выбираю действия, которые поддерживают мое исцеление. Как лотос, растущий из грязи, я трансформирую боль в мудрость. Я терпелив к своему процессу исцеления и праздную небольшие улучшения. Древние целительные практики активируются в моем энергетическом поле, поддерживая мое восстановление. Я помню, что меня любят, ценят и что моя жизнь имеет смысл и цель. Моя депрессия учит меня состраданию к другим, борющимся с психическим здоровьем. Я соединяюсь с природой, сообществом и практиками, которые питают мою душу. Как древние целители, я понимаю, что эмоциональное исцеление требует времени и терпения.
Я верю, что этот трудный опыт вносит вклад в мою мудрость и силу. Моя способность к радости и покою восстанавливается день за днем. Я почитаю свою чувствительность как дар, а не слабость или недостаток. Древняя мудрость исцеления депрессии течет через мое современное целительное путешествие. Я благодарен за малые моменты света и надежды, которые напоминают мне, что исцеление возможно. Я выбираю мысли и деятельность, которые поддерживают мое эмоциональное благополучие и восстановление. Как древние фениксы, восстающие из пепла, я возрождаюсь через этот процесс. Я верю, что мое будущее «я» оглянется на это время с благодарностью и мудростью. Мое исцеление вносит вклад в исцеление коллективного человеческого страдания. Я — древние атомы пробуждения, трансформирующие депрессию в мудрость и сострадание. Сделайте глубокий, питающий вдох и почувствуйте себя в любящих объятиях всех, кто понимает мужество, необходимое для исцеления от депрессии. Вы не одиноки в этом путешествии, и вы не сломлены непоправимо. Помните, что исцеление нелинейно. Будут хорошие дни и трудные дни. В сложные дни возвращайтесь к этим практикам и помните, что бесчисленные другие прошли по этому пути и нашли свой путь обратно к свету. Пожалуйста, обратитесь за профессиональной поддержкой, если вам это нужно. Древняя мудрость и современная терапия прекрасно работают вместе для поддержки полного исцеления. Когда вы готовитесь вернуться к своей повседневной жизни, несите с собой знание, что каждый маленький шаг к исцелению имеет значение. Свет внутри вас никогда не был погашен, он был лишь временно затемнен. С каждым вдохом, каждым выбором и каждым моментом самосострадания этот свет становится сильнее. Вы выделили священное время сегодня для ухода за своим исцелением, и этот акт самозаботы распространяется в мир. Ваше путешествие имеет значение. Ваше исцеление имеет значение. Вы имеете значение. Пусть вы идете мягко с собой, зная, что весна всегда возвращается после зимы, и радость всегда находит свой путь домой. Древние атомы пробуждения, где древняя мудрость встречается с современным пробуждением,